Новый виток напряженности, где главными действующими лицами пока выступают воры, далеко не первого порядка, имеет все предпосылки вылиться в серьезный конфликт, который выявит силу стоящих за ними титанов. Истинной подоплекой недавно оживившейся старой распри между кутаисскими ворами в законе, Мамукой Квижинадзе с одной стороны и Тимуром Чурадзе, и Джонни Исибуа с другой называют случившиеся между ворами разногласия по поводу военной спецоперации в Украине. По словам источника, еще в феврале, когда российская армия только зашла в Донбасс, Бадри обзвонил украинские зоны и довел через смотрящих принятый руководством курс на дестабилизацию положения в местах лишения свободы, которая должна была отвлечь внимание украинских силовиков, способствуя тем самым необратимому процессу денацификации Украины. Кроме того, Бадри ясно высказал неприятие того, чтобы украинские зэки в обмен на досрочное освобождение пополняли ряды вооруженные силы Украины. Предположительно, на политическую стезю, бесконечно далекую от воровского, Бадри наставил Шакра, которого, в свою очередь, озадачили кураторы. Стоит признать, что на данном направлении, в отличие от того, что отвечало за вербовку местных элит и радушный прием украинцами российской армии, контрразведка смогла добиться гораздо более серьезных успехов. По крайней мере, напрашивается вывод, что преступный мир Украины, включая исправительные учреждения, целиком и полностью находится под контролем Москвы, в чем, конечно, большая заслуга Шакра. Справедливости ради, недоверию и подозрениям в тесных взаимосвязях Бадри с органами правопорядка пора положить конец. Теперь стало очевидным, что его легальное нахождение в Москве подчинено государственным интересам, в противном случае президентская инициатива 210.1 выглядела бы полной профанацией, и теплое местечко, на которое с вожделением смотрят бесчисленные завистники, он себе не выхлопотал, а получил в придачу к должности, которую замещает с тех пор, как единственным развлечением Шакра стал велотренажер. Однако тогда обвинить Шакра в том, за что сегодня косо смотрят на Бадри, почему-то ни у кого язык не поворачивался. Сейчас Москва для Бадри – самое надежное место. К несчастью, как ни радей за страну, коллеги никогда по достоинству это не оценят. А с таким количеством врагов, как у Бадри, безопасность может гарантировать только профильная федеральная служба. Досадно, что помешал отличиться Квижинадзе, который ни с кем не связан обязательствами и волен выражать свое мнение, невзирая на лица. Именно он заблокировал устное распоряжение Бадри, указав смотрящим на его несостоятельность. Во-первых, для организации беспорядков Мамука не нашел никаких оснований, существующее в украинских колониях положение никоим образом не ущемляет права заключенных. Во-вторых, воевать западло только идейным преступникам, кто придерживается воровских традиций, а обычный зэк вправе прокладывать себе путь на свободу по своему усмотрению. Если даже вор Альберт Рыжий, бывший протеже Бадри, вышел по УДО как передовик швейного производства, кто упрекнет фраера, рискнувшего искупить вину кровью? К слову, и сам Шакра, согласно упорным слухам, в следующем году рассчитывает освободиться досрочно. А пока Квижинадзе, так не кстати вставший между Шакрой и его досрочным освобождением, нажил себе очень влиятельного врага. Поквитаться с Квижинадзе Шакра подрядил Чурадзе, Исибуа и Лавасоглы. Каждый в отдельности Мамуки, не соперник, но грузины, как известно, побеждают числом. В этом и кроется секрет, почему их больше, чем воров всех остальных национальностей вместе взятых. Выбор Шакра объясняется тем, что все трое на крючке у Мамуки и имеют кровный интерес утопить его раньше, чем он явится по их душу. Еще до узбека Ахтама, которому, по мнению Мамуки, при участии Чурадзе и Джонни неправильно подошли, некогда крепкую между ними дружбу разменяли на деньги. Яблоком раздора стал старый Гелендваген, который несколько лет назад в Одессе бывшие друзья отняли за долги, а потом вернули назад по просьбе каких-то общих знакомых. Каково же было удивление Мамуки, когда он узнал, что возвращенный внедорожник те трое таки продали втайне от него, поделив между собой выручку.
Не видя честных способов одолеть Квижинадзе, его оппоненты, похоже, решились на крайние меры, на которых специализируются ловосоглы, но Мамука и там их переиграл. 6 июля, находясь в Польше, где должна была состояться сходка, Мамука из дома заметил на улице машину, в которой узнал на многое способных подручных ловосоглы. Подъехав сзади, люди Мамуки блокировали автомобиль и предотвратили то, что замышляли находящиеся в нем 5 пассажиров. Что бы то ни было, в результате дальнейшего общения с Мамукой, 3 до полусмерти избили прикладами, а 2, кто пытался сопротивляться, зарезали. Кто-то из той компании до сих пор, говорят, в реанимации. С учетом того, что Квижинадзе сторонник Мираба, а ловосоглы, предав Мираба, ушел под Шакра, у Шакра и Мираба еще один повод выяснить, в чьей школе лучше знают воровское. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. При этом не забудьте нажать на колокольчик.